Приветствую, друзья! Вы на канале «Горизонт событий». В сегодняшнем выпуске. Юг Китая ушел под воду из-за экстремальных ливней. В пригороде Джакарты произошло столкновение поездов. Рекордный апрельский снегопад накрыл Москву. Сильное землетрясение в Японии и масса других не менее интересных событий. В понедельник Москва и Московская область оказались во власти весеннего снегопада, который синоптики назвали уникальным природным явлением для конца апреля. Непогода, начавшаяся еще в ночные часы, привела к установлению сразу нескольких метеорологических рекордов. За сутки в столице выпало около 21 миллиметра осадков, что позволило побить суточный рекорд, державшийся с 1880 года. Высота снежного покрова к утру достигла 12 сантиметров, превысив показатели 50-летней давности для этого периода. Стихия нанесла серьезный ущерб городской инфраструктуре и парализовала движение транспорта. Из-за тяжести мокрого снега и порывистого ветра в регионе зафиксировано массовое падение тысяч деревьев, которые заблокировали выезды из дворов и повредили припаркованные автомобили. Упавшие деревья перекрыли дороги, в ряде населенных пунктов произошли обрывы линий электропередач, из-за чего часть жителей осталась без света. Непогода также привела к задержкам в движении трамваев и пригородных электричек. Многие москвичи были вынуждены отказаться от личных машин в пользу метро. Наблюдались перебои и в аэропортах столичного узла. Десятки рейсов были задержаны или отложены из-за неблагоприятных условий и необходимости дополнительной обработки взлетно-посадочных полос. В регионе продолжает действовать повышенный уровень погодной опасности из-за гололедицы и ветра. В понедельник на железнодорожной станции Бекаси-Тимур в пригороде Джакарты произошло столкновение скоростного поезда дальнего следования и пригородной электрички, стоявшей на первом пути. В результате столкновения погибли по меньшей мере 4 человека, еще 38 пассажиров получили ранения различной степени тяжести. Основной удар пришелся на последний вагон электрички, который, согласно правилам индонезийских железных дорог, был зарезервирован исключительно для женщин, что привело к большому числу пострадавших среди этой категории пассажиров. Очевидцы сообщают, что пригородный поезд остановился на путях из-за столкновения встречного состава с такси на переезде неподалеку, что создало затор на линии. Министерство транспорта Индонезии инициировало расследование, чтобы выяснить, почему системы сигнализации или диспетчерская служба допустили нахождение скоростного экспресса на том же пути, где находился неподвижный пригородный состав. На Самарскую область обрушился ураган, что привело к трагическим последствиям и разрушениям в ряде районов региона. В результате разгула стихии погибли 2 человека. По предварительным данным, причиной смерти стали падение деревьев и незакрепленных конструкций, не выдержавших экстремальных порывов ветра. Помимо человеческих жертв, в жилых домах и административных зданиях сорваны крыши, а десятки припаркованных автомобилей получили серьезные повреждения из-за обломков кровли и упавших веток. В восстановленных условиях и высокой волне была полностью остановлена работа речной переправы, связывающей Самару с населенными пунктами на правом берегу Волги. Опасная обстановка сложилась и на автомобильных трассах. Так, на 80-м километре федеральной дороги мощный боковой поток ветра снес с проезжей части «Газель» с прицепом. Однако в этом инциденте обошлось без пострадавших. Водитель смог самостоятельно выбраться из кабины. В настоящее время экстренные службы региона работают в усиленном режиме, устраняя завалы и восстанавливая подачу электроэнергии в пострадавшие поселки. Утро 27 апреля принесло масштабное природное бедствие на прибрежные районы Гуаньси-Джуанского автономного района. Самый мощный ливень в стране с начала текущего года обрушился на южные провинции Китая и в считанные часы парализовал жизнь миллионов людей. Эпицентром стихии стали города Циньчжоу и Бэйхай, где метеорологи зафиксировали экстремальный уровень осадков, составивший невероятные 538 мм всего за 12 часов.
Чтобы осознать масштаб катастрофы, достаточно сопоставить эти цифры с климатической нормой. За половину суток на регион обрушился объем воды, который обычно выпадает в течение 6 месяцев. Мощные потоки воды затопили первые этажи зданий, подвальные помещения и объекты инфраструктуры, заставив власти ввести высший уровень экстренного реагирования. Под натиском стихии оказались парализованы основные транспортные магистрали, прервано железнодорожное сообщение, в ряде районов было полностью отключено электроснабжение из-за угрозы коротких замыканий. Из наиболее пострадавших кварталов ведется эвакуация населения. Метеорологи предупреждают, что циклон сохраняет свою активность, а перенасыщенная влагой почва создает высокий риск схода оползней. Сильный порыв ветра обрушил сосну на трассе Р-23 в Слуцком районе Беларуси прямо перед движущимся автомобилем. Однако благодаря бдительности пассажирки и реакции водителя удалось избежать трагедии. Видеорегистратор зафиксировал, как машина остановилась в нескольких метрах от рухнувшего ствола, перекрывшего полосу движения. При этом ни автомобиль, ни люди не пострадали. На турецкую провинцию Газиантеп обрушился шторм, сопровождавшийся крупным градом размером с грецкий орех. Интенсивные осадки за считанные минуты полностью скрыли под слоем льда дорожное полотно и тротуары, создав иллюзию внезапного снежного покрова посреди весны. Стихия нанесла серьезный ущерб городской инфраструктуре. Слой ледяных шариков оказался настолько плотным, что коммунальные службы Газиантепа были вынуждены вывести на улицы тяжелую строительную технику для расчистки дорог. Шторм сопровождался проливными дождями и привел к подтоплению низинных участков дорог. Метеорологические службы Турции выпустили экстренные предупреждения для 7 провинций на востоке и юго-востоке страны, прогнозируя сохранение экстремальных погодных условий и риск повторных ударов стихии в ближайшее время. Аналогичные погодные явления были зафиксированы и в соседней провинции Эль-Азык. Вечером в воскресенье мощный торнадо пронесся через город Освего и прилегающие районы округа Лабет на юго-востоке штата Канзас. Стихия стала частью масштабной вспышки суровой погоды, охватившей центральные равнины США. Одним из самых серьезных последствий удара в Освего стал инцидент на железной дороге, где торнадо опрокинул несколько вагонов грузового состава. В самом городе шквалистый ветер повалил деревья на жилые дома, серьезно повредив как минимум одно административное здание, и оборвал линии электропередач. Несмотря на значительный материальный ущерб, информации о погибших или серьезно пострадавших в этом районе не поступало. Помимо Освего, серьезно пострадала община Халавел, расположенная между Освего и Колумбусом, где были вырваны с корнем десятки столбов электропередач, из-за чего сотни жителей остались без света. На данный момент энергетические компании ведут восстановительные работы, метеорологи предупреждают о сохраняющейся угрозе новых штормов в регионе. Ранним утром 27 апреля северный японский остров Хоккайдо содрогнулся от мощного землетрясения. Метеорологическое агентство Японии оценило магнитуду подземных толчков в 6,2. Очаг землетрясения залегал на глубине около 82 километров. Эпицентр находился в южной части региона Такати, примерно в 30 километрах к юго-западу от города Обихиро. Несмотря на внушительную силу толчков, которые ощущались даже в отдаленных префектурах, таких как Ямагата, власти заявили об отсутствии угрозы цунами. В ряде населенных пунктов интенсивность сотрясений достигла отметки 5+ по японской 7-бальной шкале. Тем не менее, правительство страны сообщило, что серьезных разрушений или человеческих жертв зафиксировано не было. В результате мощного грозового фронта, прошедшего над южными регионами Ирака, один из жилых домов в районе Курна, расположенном к северу от административного центра провинции Басра, получил серьезные повреждения от прямого удара молнии. Разряд колоссальной силы спровоцировал частичное обрушение фасада, в результате чего обломки строительных материалов рухнули на несколько припаркованных поблизости автомобилей.
Кроме того, разлетающиеся фрагменты фасада повредили соседние здания и вспомогательные постройки. По официальным данным, жильцы дома и прохожие не пострадали. В высокогорном Чародинском районе Дагестана на территории государственного природного заказника Чародинский лавина накрыла один из самых известных туристических объектов республики – водопад Чирхалю. Природный памятник расположен в труднодоступной местности, в 2 километрах от аула Ритляп. Уникальность этого пульсирующего водопада заключается в том, что мощь его потоков напрямую зависит от интенсивности таяния ледников на вершинах гор. И нынешний инцидент произошел на фоне аномально активного весеннего снеготаяния. По предварительным данным, инфраструктура заказника серьезно не пострадала. Однако метеорологи и МЧС предупреждают о сохраняющейся опасности в горах Дагестана. Из-за рекордных осадков, выпавших в регионе этой весной, и резкого потепления, риски схода новых лавин, селей и оползней остаются крайне высокими. В Стамбульском районе Султан-Гази мощная автомобильная аудиосистема проезжавшего мимо автомобиля стала причиной массовой паники в местном кафе, где посетители за игрой в нарды и шахматы приняли звуковые вибрации за начало разрушительного землетрясения. Страх горожан был обоснован недавним прошлым. Ровно год назад, в апреле 2025 года, Стамбул пережил сильное землетрясение магнитудой 6,2, которое привело к повреждениям зданий и оставило глубокий след в памяти жителей. В минувшие выходные мощные грозы и торнадо обрушились на северные районы штата Техас, в результате чего по меньшей мере 2 человека погибли и десятки семей остались без крова. По данным официальных лиц, одна из жертв находилась в городе Ранауэй-Бэй, где разрушительный торнадо со скоростью ветра до 210 км в час полностью уничтожил несколько жилых домов. Вторая смерть была зафиксирована к югу от города Спрингтаун в округе Паркер. Власти уточняют, была ли она вызвана непосредственно торнадо или экстремально сильными порывами ветра, достигавшими 143 км в час. Стихия нанесла значительный ущерб инфраструктуре региона. Более 20 семей были вынуждены эвакуироваться из-за разрушения их жилищ, а тысячи потребителей остались без электроэнергии из-за оборванных линий электропередач. Национальная метеослужба США подтвердила прохождение как минимум 2 торнадо через округа Уайс и Паркер. Метеорологи предупреждают о сохраняющейся угрозе опасных погодных явлений в центральной части США, от Техаса до Среднего Запада. На 10-м этапе сезона NASCAR Cup Series, проходившем на скоростном овале в США, произошла одна из самых масштабных аварий в современной истории соревнований, в которой столкнулись сразу 26 автомобилей. Инцидент случился во время плотной борьбы в пелотоне, и ошибка одного из пилотов на высокой скорости вызвала эффект домино. В результате массового завала 10 машин получили критические повреждения и не смогли вернуться к соревнованию, досрочно завершив гонку из-за серьезных поломок. Ни один из водителей не получил серьезных травм и после осмотра медицинским персоналом были отпущены. Друзья, на этом наш выпуск завершен. Будем рады видеть вас снова. Подписывайтесь и до встречи завтра в новом выпуске.